Привет, друзья! С вами Олеся на канале Готовим дома, и сегодня мы будем готовить простой и очень вкусный рецепт из картошки. Добро пожаловать на мой канал, и давайте сразу же начнем. Нам понадобится 5 картофелин среднего размера. Натираем картошку на крупной терке. Отправляем тертую картошку в сито или в дуршлаг. Заливаем холодной водой. Немного промоем картошку водой, чтобы смыть с нее лишний крахмал. Вот так вот пару раз перемешаем. И все готово. Друзья, не забудьте нажать кнопочку подписаться, если вы еще не подписаны на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. В миску разбиваем 3 яйца. И добавляем небольшую щепотку соли, где-то примерно пол чайной ложечки. Яйца хорошо перемешиваем с солью. С картофеля уже хорошо стекла вода, перекладываем тертую картошку в миску. И теперь выливаем яйца на картошку. Все хорошо перемешаем, чтобы яйца равномерно распределились в картофельной массе. Также мне понадобится небольшой пучок любой зелени. Можно взять петрушку, укроп или какую-то любую зелень, которая найдется у вас под рукой. Зелень мелко нарезаем. Вот так вот хорошенько ее порубим и отправляю петрушку в миску с картошкой. Теперь мне понадобится 1 репчатая луковица. Разрезаю луковицу пополам и тоже мелко нарезаю. Лук здесь придаст сочность. Я буду использовать 1 луковицу здесь и для приготовления картофельного рулета, а также для приготовления начинки. Поэтому мы с вами измельчаем лук. Можно меленько еще его порубить при помощи ножа дополнительно, чтобы кусочки были совсем мелкими. И теперь делим лук на 2 части. 1 часть лука я отложу в сторону, буду использовать ее позже, а 2 часть отправляю также в миску с картошкой. Также я беру 1 красную паприку. Вот таким вот образом разрезаю паприку, удаляю семена и нарезаю болгарский перец вот такими вот полосками, соломкой. Можно нарезать потоньше. Затем нарезаем маленькими кубиками. Вот такого вот небольшого размера. Если хотите, можете нарезать перец еще помельче. Тогда кусочки будут совсем маленькими. Добавляю сладкий перец к картошке и все по вкусу приправляю солью и черным молотым перцем. Осталось только все хорошо перемешать, и все уже практически готово. Вот так вот перемешиваем. И в самом конце в картофельную массу, в картофельное тесто я добавляю где-то 2 столовых ложки муки. Смотрите по консистенции. У меня ушло ровно 2 столовых ложки с горочкой. Еще раз все хорошо перемешаем, и наше картофельное тесто полностью готово. Посмотрите, вот такая вот у него консистенция. Я застилаю также противень пергаментом, чтобы ничего не прилипло. И смазываю растительным маслом. Растительное масло любое, друзья, которое вы привыкли использовать на вашей кухне. Теперь картофельное тесто я выкладываю на пергамент. И все вот так вот равномерно при помощи ложки или силиконовой лопаточки распределяю тонким слоем по противню. Вот такой вот получился у нас картофельный корж. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. Отправляю картофельный корж в духовку где-то на 20 минут.
Он готовится очень быстро. А пока готовится наша картошка, картофельный корж в духовке, мы с вами быстренько приготовим очень вкусную и сочную начинку. На сковородку я наливаю растительное масло и отправляю сюда половинку нарезанной луковицы, которую мы с вами заранее отложили. Обжариваю буквально пару минуточек. Одну куриную грудку разрезаю пополам. Вот так вот раскроем ее как книжку. И теперь нарезаю вот такими длинными ломтиками, длинными полосками. И теперь полоски нарезаю на маленькие кусочки, на маленькие кубики. Готово. Отправляю курицу к луку и обжариваем буквально 5-7 минут на среднем огне. Не забываем помешивать, чтобы ничего не подгорело. Сделайте огонь чуть-чуть поменьше, чтобы курица успела хорошо приготовиться, чтобы она не была сырая. Приправляем по вкусу солью и немного черного молотого перца для аромата. Запах, друзья, стоит просто потрясающий, пахнет очень вкусно, вся кухня уже наполнилась этими чудесными ароматами, невозможно устоять. Теперь для начинки я нарезаю 2 паприки. Сейчас я использую паприку зеленого и желтого цвета. Точно так же разрезаем паприку на ломтики и оставляем, удаляем семена. И теперь нарезаем паприку мелкими кубиками. Болгарский перец вы можете использовать любого цвета. Мне хочется, чтобы блюдо получилось не только вкусным, но еще и красивым, поэтому я использую сегодня радугу из 3 цветов. У меня сегодня красный, желтый, зеленый перец, светофор. Вот такой вот красивый светофор у нас получается. Добавляем нарезанный перчик к нашей курице. И остатки красного болгарского перца я тоже отправляю сюда. Выглядит очень вкусно, а запах, как я уже говорила, просто невероятный. Все перемешиваем и готовим еще пару минуток на среднем огне. Не забываем помешивать. Тем временем, пока курица у нас доходит до готовности, быстренько приготовим соус. В миску я кладу 3 столовых ложки сметаны или йогурта. Я использую сметану. Добавляю сюда столовую ложку майонеза и также щепотку мелко нарезанного репчатого лука. Приправляю солью, черным перцем. Можете добавить еще немного сладкой паприки по вашему вкусу, если любите, и щепотку петрушки. Все хорошо перемешиваем, и соус полностью готов. Очень вкусный, идеальный соус к картофельным блюдам, друзья. Обязательно готовьте, готовится быстро, просто. Вместе с ним сочетание получается очень свежим и очень вкусным. К курице натираю пару зубчиков чеснока. Я беру где-то 2 зубчика. Чеснока можете брать побольше, не жалейте, если любите такие пикантные вкусные блюда. Так, чесночок натерли. Все перемешаем. Начинка уже практически готова, и в самом конце я добавляю горсть тертого сыра. Все перемешаем. Огонек сделайте маленький, а можно его уже совсем выключить, пусть доходит на остаточном огне. Посмотрите, как красиво, как классно плавится сыр. Такая сырная начинка связывает все ингредиенты между собой, очень вкусно. Начинка уже наша куриная готова, а также готов наш куриный корж. Достаем из духовки. Посмотрите, какой он аппетитный, очень вкусный, очень сочный. Разрезаем его на 6 частей, вот таким вот образом. Теперь аккуратненько берем один кусочек, переворачиваем и выкладываем сюда 2 столовых ложки начинки. У меня помещается 2, вы смотрите, сколько поместится у вас на один рулетик. И вот так вот аккуратненько, быстренько сворачиваем. Ух, горячо, очень горячий корж, очень аппетитный, уже не терпится скорее попробовать. Я уже проголодалась в процессе приготовления, потому что это очень вкусно, друзья, и запахи стоят невероятные.
Давайте покажу вам, как приготовить еще один рулетик. Выкладываю 2 столовых ложки начинки. И вот так вот быстренько сворачиваем. Посмотрите, все делается очень легко, корж достаточно пластичный и хорошо сворачивается. Выкладываю готовые рулетики на противень. И таким же образом готовлю оставшиеся рулетики. Сворачиваем их в такие вот аппетитные трубочки. Картофельные трубочки с куриной начинкой. Готово. Всего у нас получается, как вы уже видите, 6 рулетиков, таких больших, вкусных, аппетитных. Так что наесться можно будет одним рулетиком без проблем. И натираю кусочек сыра. У меня здесь 50 грамм моцареллы. Я использую моцареллу для того, чтобы посыпать наши куриные рулетики сверху, потому что моцарелла плавится просто идеально. Поэтому рекомендую использовать именно ее. Именно моцарелла придаст такую красивую, золотистую, аппетитную корочку сверху на рулетиках. Посыпаем сыром. Вот так. И отправляем в разогретую духовку еще на 10 минут, чтобы расплавился сыр и немножко зазолотился, чтобы получилась красивая, аппетитная, золотистая корочка. Друзья, только посмотрите, какая это вкуснятина! Просто нереально вкусно! Картофельные нежные рулетики с нежной, сочной куриной начинкой, с паприкой, с петрушкой, с чесночком. Это не просто вкусно, это очень вкусно. Обязательно сохраните закладки, поделитесь с друзьями, готовьте на здоровье. Этот рецепт точно станет вашим любимым. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!